Неужели танкам Classic пришел конец? Почему в игре нет онлайна? В этом ролике рассмотрим актуальную ситуацию на тестовом сервере игры. Расскажу, как попасть на тест, почему сейчас нет онлайна, а также про ближайшие обновления в классике, которые вот-вот должны выйти на тестовых серверах. В том числе новое обнуление аккаунтов, которое в этот раз будет совсем необычным. Сразу, друзья, ставьте лайк на это видео, на канал подписывайтесь, если не подписаны. Напоминаю, что у меня проходит розыгрыш на 15 тысяч рублей, и итоги этого конкурса будут уже 23 февраля. Для участия нужно просто поставить лучший тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта, прислать скриншот установленного тега под пост и подписаться на канал и на группу ВКонтакте. Все ссылки найдете в описании. Помимо этого конкурса также проходит конкурс для тех, кто тег ник 10 уже установил, где будет 10 победителей, и для участия нужно просто заполнить форму, которая тоже указана в описании. Этот розыгрыш будет уже на промокоды. А также, друзья, для всех тех, кто играет в танки, есть отличный подгончик в виде вот этого промокода, который у вас на экранах. Также этот промокод есть в описании. Это секретный промокод на легендарный ключ, рубины, контейнеры и опыт. Но вся загвоздка в том, что он срабатывает не у всех. Поэтому пробуйте у себя его на аккаунте активировать. Если у вас сработал он, то значит вы избраны и вам повезло. Если нет, значит не повезло. В описании этот промокод, еще раз повторюсь, указан. При активации промокода вы получите секретные ништячки. Ну что, давайте перейдем к главному вопросу. В танках Classic сейчас вообще нет онлайна. Как видите, вот актуальная ситуация на момент записи этого ролика. Вообще 0 битв, чат полупустой. Ну, гараж тут, понятно, все работает. Тут все хорошо у нас корректно отображается. Кнопочку вот быстрый бой создадим, чтобы вот одна битва теперь будет. Одна битва, я буду одним участником. Ну, может, что-то и зайдет. Ну, в общем, да, нет онлайна, действительно. Почему так происходит? А ответ прост, почему так происходит. Да потому что все знают, что будет у нас следующий вайп, что нет смысла сейчас вот прям сидеть, качаться, прокачиваться. Все уже наигрались, да, натестились классикой. Кто хотел поиграть, все уже пощупали. Весь вот этот вот хайп, да, интереса прошел. Ну да, вот видите, я тут один вообще катаюсь. И все, я думаю, что ждут просто следующий вайп. И вот как раз самая интересная информация, друзья. Следующий вайп будет необычный. Следующий вайп будет особенный. Не будет точно так же, как это было у нас до этого, да, в формате просто обнуления всех до новобранцев и, пожалуйста, качайтесь как хотите. Нет, в этот раз у нас будет вайп совершенно в другом формате. Орех написал в чате следующее, что на следующий вайп он планирует поставить сюда звание лейтенанта сразу же. И кристаллов пачечку такую нормальную он готов насыпать, чтобы игрокам было чуть-чуть повеселее на тесте. И таким образом, чтобы побольше онлайна, да, в классике было на этапе закрытого теста. И получается, на следующем вайпе все будут сразу же не новобранцами, а лейтенантами, и у всех будет куча кристаллов. Такой шаг позволит чуть более тонко протестировать классику, ведь на лейтенантах там уже практически все вооружение М3-шное доступно будет. Рис М3 уже можно установить будет, Изиду, ну молот еще нельзя, рикошет можно будет установить, гром можно будет установить, шафт можно будет установить, корпуса практически там все, да, наверное, можно будет установить, ну если не брать корпуса и пушки, да, которые в скинах у нас присутствуют. В общем, в теории этот вайп будет самым интересным. И вот такой вот, да, будет следующий этап тестирования. Когда это будет? Такое ощущение, что это будет на следующей неделе где-то плюс-минус. Потому что у нас сейчас на носу обновление, вот про которое сейчас следующее расскажу. Я уже про него рассказывал, многие, наверное, уже знают про него. Это вот туман. В классику будет добавлен туман на все карты в настройках графики, как раньше это было. То есть сейчас у нас вот туман вообще есть настройка вот эта, но она, видимо, не работает. И, в общем, будет туман у нас присутствовать, как это было на флеш-версии танков онлайн. Что касается, когда этот туман добавят, Орех сказал, что прям завтра, ну, я не знаю, когда вы этот ролик смотрите, в пятницу, 20 числа, он будет, этот туман, введен уже на основные сервера танков онлайн. Когда это дойдет до танков Classic, вопрос остается открытым. Но я думаю, что пару дней и будет и здесь, потому что, помните, вот эту вот волшебную совместимость, да, HTML, движка, который позволяет с танков онлайн обновление перекатывать сразу же в танки Classic. Это вот один из тех примеров, который вот будет задействован в этой всей совместимости. То есть туман будет и там, и здесь. Что касается роудмапа нашего с вами, пути разработки. Как видите, по роудмапу ничего не поменялось. И такое ощущение, что вот февраль будет тот месяц, когда ничего вообще не будет, никакого шага дальше даже сделано по роудмапу. Конечно, были там какие-то незначительные шажки, которые здесь не отображались, в том числе туман, кстати. Может, его тут отобразят, добавление старого тумана. Я считаю, важный пункт. Я думаю, что его добавят. Ну а так вот, что было заранее до этого запланировано, да, эффект выстрела рельсы, тач управления, все это еще не доработано. А также вопросы к боевому ходу даже остаются открытыми, потому что он вроде как завершен,
но по факту он не завершен. У нас некоторые элементы все равно присутствуют из новых танков онлайн, такие как фон битвы из новых танков отображается, килл-таб из новых танков отображается, флаги вот еще новые у нас с танков онлайн отображаются, точки в режиме контроль точек тоже отображаются еще новыми. Поэтому вот как-то считалось, что это все в боевой худ входит, и это все еще не доработали, хотя вот в плане написано, что доработали. Вот интересный парадокс получается. Также на тесте у нас до сих пор еще нету шкалы перезарядки пушки, нет цветов эффектов выстрелов, да, у Твинса, у Рельсы, у Изиды нету вот этой молнии и тоже цветов там определенных, как было раньше. Но таких вот множество мелочей, пока они не доработаны. И физика игры, вот все вот эти рассинхроны, которые есть в новых танках, также пока что присутствуют и в классике, к сожалению. И мы вот с вами переходим как раз к моменту, что игроки-то ждут от классики. Помните, я в прошлом ролике спрашивал, кто может аргументированно написать, что для вас классика, потому что вот Орех там сам уже, вот у него каша там небольшая, да, потому что на форуме все по-разному пишут, что нужно в классику добавить, что не нужно в классику добавить. Опять же, вот эти вот абсурдные примеры, чтобы сделать просто одну вариацию прокачки пушки, то есть убрать вообще вот эти вот все стадии прокачки М1, М2, М3, то есть чтобы просто пушка была сразу какая-то М-пушка, все, ее не надо прокачивать. Кто-то наоборот пишет там правильные вещи, да, вот верните цвета выстрелов у определенных пушек, эффекты Изиды верните, рассинхроны почему присутствуют в танках классики. Вот этот вопрос вообще вот почему-то никак не комментируется, будет ли это исправлено, не будет ли это исправлено, потому что, насколько я помню, была речь о том, что здесь физика будет примерно такая же, как в танках онлайн, но с некоторыми улучшениями, которых пока особо тут не видно, и непонятно, исправит ли этот момент, потому что для многих, кстати, это один из важнейших пунктов, чтобы не было этого рассинхрона в классике. Я надеюсь, что это возможно будет исправить, и дело тут не в HTML, хотя я так понимаю, что многие моменты невозможно просто, да, с флеша взять, перенести на HTML. Но опять же, если у нас есть люди, которые вот занимаются HTML, напишите в комментарии, вот действительно ли есть какие-то сложности, или это у разработчиков не получается. Почему-то в теории можно так сделать. Вот, и по поводу, значит, ролика-то просил я написать, что для вас-то танки классик сейчас, что вы ждете, чтобы как-то напомнить разработчикам, да, что из себя этот проект представляет, чтобы этот проект попытаться тоже вот спасти. Особо-то никто не написал, на самом деле, что для вас значит классика. Было пару комментариев, что для них классика — это версия до ребаланса, где очень тяжело зарабатывать кристаллы, где за одну битву, если ты 100 кристаллов там насобирал с пола или с фонда заработал, то уже хорошо. Ну и были еще другие там комментарии, знаете, мелкие, там вот надо модули защиты делать в красках, вернуть все классические карты. Ну, в общем, многие моменты, которые есть у нас в пути разработки, в родмапе, давайте постараемся еще раз обобщить вот для разработчиков, что большинство игроков ждет от классики. Старый интерфейс, старую физику, отсутствие рассинхронов, все старые элементы, флаги, точки, килл-табы, полное отсутствие всех новых элементов на экране. Ну, там вот эти вот фон битвы, я про вот это говорю. Старые карты, ну, это понятно, там это все у нас есть в разработке, слава богу. Старый баланс получается, чтобы были все старые характеристики, резисты в красках, либо просто чтобы были отдельные модули, а не как сейчас, да, у нас новая система модулей. Ну и если все вот это обобщить, то есть просит вернуть версию танков онлайн ближе к 2015 году. Вот. Все моменты с настройками битв, там, созданием своего года, это понятно, что все будет, и это хорошо, что все это будет. Но вот основной костяк вот просит именно этого, вот этих моментов. Если, конечно, еще ничего не забыл добавить, вы, если что, поправьте, что еще такого важного пропустил. Ну, такие моменты, как добавление подарков, это все мелочи, вот эти пока не рассматриваем, да. Давайте вот сосредоточимся на самом главном, что ждут прям все-все-все. Но это, естественно, после ребалансовский стиль прокачки, да, чтобы пушки, корпуса, все они были доступны постепенно, чтобы М3 открывалась только там на последних званиях. Но опять же, этот пункт вынесен на голосование. Мы сейчас вот обсуждаем в целом ситуацию, которая не отображается у нас в родмапе в голосованиях. Что вот мы видим сейчас, что нам не хватает. Пока вот таких моментов не хватает. Ну а также лично от себя я бы добавил, что еще не хватает, помимо всего перечисленного, да, вот этих всех там доработок, что доработать, добавить, не добавить. Какого-то вот не хватает, знаете, маркетинга от разработчиков, от альтернативы. Вот как-то слишком слабо сейчас вспоминаются танки классик, в видеоблогах вообще они не упоминаются. Как-то, если честно, выглядит как забили на проект просто-напросто. Как будто вот просто, знаете, забили на проект и все. Если бы вот со стороны разработчиков тоже как-то поддерживали вот в интернет-поле, да, вот где-то чтобы все время мелькало это вот танки классик, периодически посты какие-то там в соцсетях бы делали. Зазывали игроков. Вот у нас тестирование идет, заходите, сегодня вот будет такая-то бита, вот. Заходите, протестируем там какие-то моменты. Чтобы у нас в классике вот отображалось в чате, ну не в чате, я не знаю, вот
создался же новый паблик официальный Танки Классик в Телеграме, чтобы там отображали, вот что добавили, что не добавили, а то приходится просто мониторить чат и вот не знаешь, поймаешь ты сегодня ореха, не поймаешь, ведь на форуме он некоторые моменты не пишет, он пишет их здесь в чате. Вот про туман говорит, добавим туман, да? Или говорит про вайп аккаунт, что вайп аккаунт будет вообще с других званий. Вот такие вот моменты хотелось бы, чтобы они где-то были зафиксированы тоже в новостях. Возможно, вот здесь в чат как-то можно встроить, где коммуникатор у нас, чтобы была вкладочка новости. Насколько я помню, такая вкладочка раньше была в старых танках онлайн. Там бы вот Орех писал. Вот мы вот это вот сделали, вот это планируем сделать. Понятно, что да, roadmap есть, но, как видите, некоторые моменты, такие мелкие детали, да, мелкие планы, они в roadmap у нас не отображаются. Поэтому от разработчиков хотелось как-то вот большего контакта с аудиторией, так сказать, да, и уделению большего внимания для танков Classic. Ну, потому что, согласитесь, создание вот этой вот атмосферы вокруг проекта, да, тоже огромную роль влияет. И вот этой вот особенной атмосферы, если честно, вообще сейчас не чувствуется. Давайте как-то, я не знаю, сами, что ли, тоже вот попробуем это все дело создавать, ну, потому что я своими роликами-то делаю, что могу. От вас попрошу, друзья, лайк на это видео поставить, ну, поделиться роликом, написать ваше мнение, вот, что вы думаете по всему вышесказанному. Согласны ли вы, что вот маркетинга игре не хватает? Согласны ли вы с тем, что нужно добавить, что не нужно добавить? В общем, напишите в комментариях, как вы думаете, вот, что еще нужно танки классики разработчикам сделать. Какие-то, может, отдельные моменты у вас есть, на которые, по вашему мнению, стоит акцентировать внимание. Ну и в конце, вот, тоже давайте все-таки на хорошей ноте завершим. Орех тут писал в чате, что классика точно будет. Если они уже начали ее делать, они не остановятся, поэтому все, кто думает, что ее там отменят, не отменят, нет, ее не отменят. Вообще, вот то, что нет онлайн, это понятно, что закрытый тест и так далее, но мы хотим только лучшему проекту, хотим ему помочь, поэтому мы и помочь ему и пытаемся. Классика будет, никто ее отменять не собирается. Орех сам про это вот в чате написал. Теперь по поводу, как зайти на тест, для тех, кто не знает, у нас есть в танках онлайн магазин. Да, в классику можно зайти только через танки онлайн. Вот ваш аккаунт. Заходите в магазин игры, тут у вас будет вкладочка «Танки Классик». Вот. Любое предложение покупаете, и вы становитесь автоматическим участником теста. После того, как вы купили это специальное предложение, заходите вот сюда вот, во вкладочку «Ранний доступ» в правом нижнем углу вашего гаража, нажимаете, и вот эта кнопочка «Ранний доступ» переводит вас в танки Classic. Для тех, кто не знает, как попасть в классику. Как купить все эти предложения дешевле, я рассказывал в прошлом ролике. Вот здесь в подсказочке вам прикреплю, можете посмотреть. И для тех, друзья, кто хочет меня поддержать перед покупкой, кому не сложно, поставьте просто в настройках вашего аккаунта Technic 10, и после этого заходите уже в магазин игры и приобретайте ваше любое вот спецпредложение в классику. Вот эти вот два последних предложения, ностальгия и старая школа, дают еще дополнительные бонусы в виде краски ветерана. Старая школа дает еще 200 контейнеров. И также здесь еще у вас будет прям аккаунт начислен, что не будет в предложении именном. Но самое главное, что по любому предложению вы можете на классику зайти, поучаствовать в закрытом тестировании. На этом все, друзья. Не забывайте ставить лайк обязательно на это видео. На канал подписывайтесь, в Телеграм вступайте, в описании ссылочек. Там тоже у нас есть активный чат для общения. Там все анонсы, видосы по стримам, когда они выходят, новости по классике, не по классике, и все выходит там. Поэтому, кому интересно, обязательно в Телеграм тоже подписывайтесь, ссылка в описании указана. Я всех благодарю за просмотр.